Всем привет! У нас теперь вещание из Москвы пока. Я думаю, что многие помнят, 5 октября у меня вышло видео как раз про девушку, которая обратилась ко мне за помощью, будучи в Египте. И по этому видео очень было много комментариев. Многие из вас спрашивали, что там было дальше, где эта девушка, что с ней произошло. Это видео вышло 5 октября. И я собиралась уже потом выпустить другое видео, но у меня скоропостижно быстро очень скончался мой папа. И поэтому мне это, соответственно, видео это, соответственно, отложилось. То есть я вам не рассказала, чем закончилась эта история с этой девушкой, которая хотела уехать вот из той гостиницы и планировала уехать в Россию. Скажу сразу, что девушка все-таки уехала в Россию, и уехала она уже в России, она уже была 8 октября. Вот 10 октября у меня умер папа, а 8 октября эта девушка как раз была уже в России. Первое, что девушка приехала после вот этой гостиницы, она приехала в Каир, благополучно добралась на такси, но она приехала к своим друзьям, и мы с ней все это время были на связи. Постоянно с ней перезванивались, созванивались, ей было там очень-очень некомфортно, она тоже чувствовала какой-то дискомфорт, постоянно она переживала за свою вот какую-то безопасность, ей все время было там, то есть человек не мог спать там нормально, потому что это ее знакомые, и ей было некомфортно, короче. Мы стали думать, что делать, куда ей идти, что... У нее была подруга, даже не подруга, а знакомая, которая ей помогала делать какие-то косметические, там, то ли брови, то ли ресницы. И вроде эта девушка, она жила тоже в Каире, она обещала ее к себе взять на несколько дней до отъезда, пока она не купит себе билет. Но с этой девушкой что-то не получилось. И тогда я случайно, пролистывая свои контакты знакомых людей, вот как раз... наткнулась на одного своего очень хорошего знакомого, который вот как раз нам помогал, когда мы были с Дэней, ездили в Каир, в американское консульство. Он нам очень здорово помог, он сопровождал нас целый день, показал нам полностью весь Каир, пригласил нас покушать. И вот я, пролистывая вот эти контакты, опять как бы попала на него. Без особой надежды я ему позвонила, он не ответил на телефонный звонок, или его телефон был недоступен. Я, соответственно, позвонила этой девушке, и мы как бы продолжали с ней общаться, искать какие-то варианты, думать. Вот. И потом он мне вдруг перезванивает, Хамди, вот этот молодой человек. Я ему объяснила ситуацию, рассказала, что вот про эту девушку, что ей нужно срочно куда-то съехать, вот. Я не знаю, на какой период, но на период, пока вот просто вот пока ее переместить в какое-то место, желательно, чтобы эта квартира была с девушками, то есть чья-то квартира, либо там еще какой-то вариант, просто чтобы человек себя чувствовал в безопасности. А он в этот момент находился вообще на Синайском полуострове, где-то там в районе, там, я не знаю, Шарм-эль-Шейха. И он сказал, что он начал обзванивать своих знакомых, девушек знакомых, кто бы мог как бы вот эту девушку пристроить, потому что он не мог, потому что его не было в данный момент в Каире. И он мне позвонил уже там за 12 часов, уже было больше, чем полночь. И он сказал, что может быть сегодня не получится, но завтра точно что-то получится организовать. Я ему сказала, ничего страшного, завтра, если получится организовать, то будет очень хорошо. И на следующий день как раз вот он все организовал, то есть вот к этой девушке нашей приехала египтянка, знакомая вот этого Хамди, на такси. Они загрузили туда все эти вещи, и они поехали вот на квартиру к этой девушке. И они приняли вот эту нашу девушку, кстати, участвовали во всем египтяне. То есть вот эти девчонки, они были египтянки, Хамди, он сам египтянин. Они очень здорово помогли, и вот в течение там нескольких дней, там буквально там 1 или 2 дня вот эта девушка находилась как раз вот у них вот в этой квартире.
И дело в том, что Хамди сказал, что если бы я не нашел, я бы оставил бы ей свою квартиру, сам бы пошел жить к отцу и предоставил бы ей свою квартиру. Так что девушка эта уже находилась в безопасности вот с этими египетскими девчонками. И мы, соответственно, были на связи. Потом один знакомый вот этой девушки, он помог купить ей билет. Он купил ей билет до России. И благополучно эта девушка, она вот поехала в аэропорт и отбыла в Россию. Вот, сейчас предлагаю послушать сообщения, которые у меня остались, чтобы это не выглядело как бы придумкой, задумкой, потому что были комментарии, что там вот, Галина, вы для набора просмотров специально такие видео снимаете. Абсолютно нет, это реальная абсолютная история, никто ничего не придумывает. Давайте начнем уже, когда девушка уже собиралась, уже была вот в этой квартире с девчонками, вот с этой девушкой, которой ее привезли. И вот что она говорит. Здравствуйте. Смотрите, здесь связь очень плохая, поэтому я вам попозже позвоню. Все, купили мне билеты, все, вылетать буду утром. Сейчас хочу все-таки быстренько разобраться с чемоданами, потому что Хамди тоже возвращается, он хочет увидеться, но он вот прям может приехать вот прямо сейчас недалеко. Но я говорю, Это было 6 октября. Как-то попозже я хочу вот прямо сейчас с чемоданами разобраться, все упаковать, чтобы у меня все было готово, подготовлено. Я надеюсь, как бы он это понимает все-таки. Вот, он тоже сказал вроде как, что может меня даже в аэропорт проводить. Вот, как бы, посмотрим в любом случае. Он тоже старается помочь. Как бы, дай бог, конечно, если он поможет. Я еще, конечно, поспрашиваю. Сейчас позвоню друзьям, скажу, что я уезжаю, чтобы хотя бы, может, тут на машине приехать, потому что, я так понимаю, у Хамди даже машины своей нет. Поэтому, как-то, чтобы, не знаю, мне как бы напрягать его, чтобы он приехал на такси, это все, то есть, слишком. То есть, и так мне люди помогают, а чтобы, прям вот так выше крыши, мне прям уж не очень хорошо от этого. Вот, в любом случае, сейчас хочу с вещами закончить, и я вам тогда позвоню. Вот, все, билеты у меня куплены. Вот, буду выезжать отсюда в 4 утра. Приеду туда, у меня 8 часов. Приеду за 4 часа специально, чтобы была возможность разобраться с чемоданами, что, как, чтобы мне там, если будут проверять, не проверять, потому что вещей там много. Вот, я и так сейчас много вещей оставлю для девочек здесь, как бы, там всякие, я не знаю, там шампуни, все это, конечно же, я не повезу. Вот, оставлю все это здесь девочкам. Вот, как бы им здесь это необходимо будет, я так понимаю. Вот. Как-то так. Слава богу, хотя бы есть билет. Тоже сейчас с билетом с этим разбирались. Одно, то все, 5-10, чтобы брат меня встретил, у него работа. Я, то есть, прилечу ночью, присижу в Турции, присижу 12,5 часов. Как бы и хрен бы с ним. Я, то есть, уже хочу просто вылететь и все, просто вот этот вот весь груз со своих плечей просто снять, и все, я и уже прилечу и хочу, правда, провериться и проверить вообще свое состояние здоровья и все, то, что я даже чувствую, у меня, какой-то даже привкус, я не чувствую нормальной еды даже. Ладно, это в любом случае, я думаю, что все нормально будет, и приеду, все проверюсь. Вот, Галин, спасибо большое. Я вам попозже позвоню, наговорила. Это было 6 числа, и уже 7 числа, мы, соответственно, после этого созванивались. Уже эта девушка написала, что мы уже в аэропорту. Галина, доброе утро. Сегодня все прошло, слава богу, конечно. Встретила очень много всего на пути.
слава богу, Хамди, конечно, помог с чемоданами оплатить переезд. Я постаралась и так выложить все, но, конечно, было все равно очень много. Вот Хамди, слава богу, помог. И как бы так получилось, что я уже пришла, он мне свою карточку давал. Я сначала, конечно, взяла, не подумав, потом подумала, поняла, что вообще, что я делаю, он карточку, ну, визу он мне давал свою. Вот, зачем я ее вообще беру, и что я с ней буду делать. Это вообще, ну, то есть я ему ее вернула. И потом так получилось, что огромный был перевес, запросили кучу денег, и он вроде как с той стороны оплатил в офисе. Вот, они созвонились и одобрили. Вот. То есть как-то так. Спасибо, Галина, огромное. Все, из Турции напишу, все, сейчас уже на самолет сажусь, пытаюсь вам дозвониться, но из Турции поймаю Wi-Fi и напишу. Спасибо, Галина, большое. И потом уже сообщение из Турции. Галина, здравствуйте. Да, слава богу, прям. Я как рада. А я как рада, вы даже не представляете. Вот у меня, я хоть уставшая, я сегодня вообще не поспала. Но рада очень, конечно. Я в Турции сейчас жду своего транзита, перелета. Вот, уставшая, конечно, вообще вырубает меня, но переживу. В любом случае, уже недолго осталось. Вот. Спасибо Хамди, конечно, он мне помог. Вот. Буду приезжать сейчас, дай бог, что восстановлюсь скоро, чтобы получилось вылезти из этой долговой ямы и тому подобное. Ну, дай бог, что скоро все это наладится. Вот. Слава богу. Слава богу, слава богу, слава богу. Вот прям вырвалось, мне прям, я хоть уставшая, но радости просто. Спасибо, Галин, спасибо большое. Спасибо за поддержку, спасибо за участие. Спасибо большое. Вот, и последнее сообщение как раз пришло 8 октября мне. Эта девушка уже была дома. Галин, здравствуйте. Ну да, доехала, все-таки все нормально. Все хорошо, устала, очень надо поспать. Надо выспаться, буду отсыпаться, отъедаться, и чтобы буду думать, что буду делать в любом случае. Ну ладно. Спасибо, Галин, большое. Ну да, конечно, в любом случае мне спокойнее, конечно же. Конечно же. Вот. В любом случае. Вот. Ладненько, буду приводить себя в порядок. Давно надо было все-таки сделать этот шаг и уехать оттуда. Вот. Ну, не хотелось, конечно, таким образом, но что делать? Ну, как бы получилось. Ну, и Бог всем судья. Пускай все, кто-либо подтолкнул меня таким образом и помог, поиздевался надо мной, в любом случае Бог им судья. Ладно, спасибо, Галин, большое за помощь, за поддержку. Вот, спасибо огромное. Удачи вам там тоже там. Вот, дай Бог, у вас будет все нормально. Спасибо, Галин, за все. Спасибо огромное. Счастливо, до свидания. Вот такая вот ситуация. Это у нас было 8 октября. И 8 октября вот уже девушка эта была дома. Я с своей стороны хотела поблагодарить Хамди и всех, кто был подключен к этому вопросу. И Мэн, я точно знаю. Вторую девушку я не знаю, как зовут. Спасибо вам огромное, что вы оказали такую поддержку и помощь. Именно это на самом деле фантастически произошло, потому что
Хамди сам находился где-то в районе Синайского полуострова. Девчонки были в Каире, они приехали вот за этой девушкой, тоже непонятно в какой район. И вот так вот оно все срослось. И Хамди проводил все-таки эту девушку до аэропорта, заплатил крупную, насколько я понимаю, достаточно сумму денег за перевес, не прося ничего взамен, не просто делая это в качестве помощи и не прося ничего взамен. Спасибо, Хамди, огромное, спасибо девочкам огромное. Хамди, for you, special thanks for you, for your help, and thank you so much. What can I say? Thanks for the Iman also. Please say hi for her, and also shukran giddan for all of you. Thank you so much, Hamdi. You so good person. Это все на сегодня. Это все.